Вредность третий класс. Классы вредности или опасности 3.1, 3.2, 3.3 – это вредные условия труда, которые присутствуют в той или иной мере на большинстве производств, фирм, организаций. Но широкая распространенность приводит к тому, что о них забывают, причем как работники, так и работодатели. А между тем закон о СОУТ требует от руководителей пристального внимания к обнаружению и оценке производственных рисков, защите от них сотрудников. Неправильный учет негативных последствий может привести к необходимости выплачивать компенсацию пострадавшим служащим. Опасность и вредность работы делятся на 4 варианта. Первый, он же оптимальный, относится к такому производственному процессу, когда работающим людям не вредит ничего или же уровень опасности не превышает установленных норм. Второй, допустимый, устанавливается тогда, когда на работников оказывается негативное воздействие, но при соблюдении рабочего режима, организм самостоятельно приходит в норму и специального медицинского вмешательства не требуется. Вредные условия труда третий класс складываются на предприятиях, где уровень воздействия отрицательных факторов превышает допустимые нормы. Ну а четвертый устанавливается на таких рабочих местах, где вероятность угрозы жизни для сотрудника возникает ежедневно. Оптимальная обстановка. Если говорить коротко, трудовой режим, соответствующий этому варианту, никак не сказывается на здоровье и привычной жизни работников. Рабочее место соответствует гигиеническим нормам, а для поддержания работоспособности на предприятии не обязательно создавать особую обстановку. Допустимые условия. В этом случае ситуация более сложная, но не критическая. Вредное воздействие на организм служащих на работе производится, но его сила не превышает санитарно-гигиенические нормы. Для восстановления человеку достаточно соблюдать рабочий режим, то есть не работать больше установленного количества часов и не пренебрегать выходными и отпуском. В этом случае функциональность и работоспособность человека не снизится. Опасная обстановка. Как уже говорилось ранее, в этом случае реальная опасность для сотрудников во время рабочего процесса действительно есть. Гигиенические требования на таком производстве не соответствуют установленным нормативам. Вредные условия труда подкласс 3.1. Первая степень вредности присваивается в том случае, если на здоровье служащих оказывается настолько сильное воздействие, что восстановиться к своей следующей смене организм не успевает. Но при этом риска возникновения профессиональных заболеваний не возникает даже в отдаленной перспективе. Это не значит, что ему не придется обращаться за врачебной помощью в будущем, такой шанс всегда остается. И чем дольше работает сотрудник на производстве, тем быстрее растет вероятность. Но снизить риск можно, увеличив количество часов отдыха или полностью прекратив негативное воздействие. Вредные условия труда второй степени третьего класса. О такой опасности принято говорить, если влияние отрицательных факторов настолько сильное и долгое, что в организме работников происходят стойкие изменения. Со временем появляются профессиональные заболевания, примерно через 15 лет с начала работы на предприятии, но проявляются они в легкой форме. Утраты работоспособности в перспективе не происходит. Свои служебные обязанности сотрудник может выполнять и на начальной стадии профболезни, но регулярный медицинский контроль за его состоянием обязателен. Вредные условия труда третий класс третьей степень. Отличие от подкласса 2 заключаются в том, что от регулярного отрицательного воздействия в организме развиваются профессиональные заболевания не только легкой, но и средней тяжести. Это значит, что со временем трудоспособность серьезно падает или теряется полностью. Подкласс 3-4. На фоне таких опасностей развиваются тяжелые формы болезни и неизбежно наступает потеря работоспособности. Речь идет о длительном периоде работы в профессии, возможно с постепенным усилением негативного воздействия, например, со 2 подкласса или с 3 к 4. Опасная обстановка. В ситуации, когда каждую смену на сотрудника воздействуют настолько сильные негативные факторы, что жизни и здоровью постоянно угрожает реальная опасность, например в виде профболезни, протекающей в острой форме, говорят о 4 классе вредности. По сути, такая ситуация является экстремальной. Они могут быть обусловлены физическим воздействием движущихся машин и механизмов, химическим влиянием отравляющих и токсических веществ, присутствующих на производстве, биологическим воздействием патогенов, бактерий и микроорганизмов, нервно-психическими и физическими перегрузками. Профессии третьего класса вредных условий труда не отличаются от специальностей с 4. Разница зависит лишь от вероятности наступления негативных последствий. Характеристика третьего класса и его подклассов. Четкое разделение представлено в Трудовом кодексе РФ и согласно ему, самым часто распространенным остается третий. Степень риска определяется тем, насколько тяжелые последствия могут возникнуть для служащих.
Например, предполагается, что на восстановление функционального состояния организма и работоспособности человека требуются сутки. Если же выходить на очередную смену приходится менее чем через 24 часа после окончания предыдущей, можно утверждать, что наступают вредные условия труда первой степени третьего класса. Если работать в такой обстановке достаточно долго, от 15 лет и более, можно приобрести правзаболевание, а значит подкласс вредности изменится. Каким он станет, зависит от того, будет ли потеряна трудоспособность и как сильно ухудшить здоровье в целом. Законодательное регулирование. Главным документом, регламентирующим вопрос организации работы во вредных условиях, является Трудовой кодекс страны. В нем расписаны все компенсационные выплаты, которые обязан взять на себя работодатель, если организованный труд все же привел к ухудшению состояния сотрудника или потере им работоспособности. Сами факторы, признающиеся опасными для служащих, представлены в ГОСТе 12.000374. Виды льгот. Если установлена тридцатка вредности на производстве, сотрудникам полагается целый ряд специальных льгот, и этот факт не зависит от конкретного подкласса. Основными можно считать следующие гарантии. Сокращение рабочих часов до 36 часов. Все, что отработано сверху, считается сверхурочными часами и оплачивается отдельно. Дополнительный недельный отпуск. Повышенные надбавки. Ранний уход на пенсию. Регулярные медицинские осмотры за счет компании. Выдача средств индивидуальной защиты. Существуют и другие льготы, связанные с конкретным типом деятельности и негативного воздействия. Компенсационные выплаты и гарантии. Поговорим о льготах, которые полагаются сотрудникам, если на производстве установлен третий или выше уровень вредности. Назначаются все выплаты и гарантии после проведения комиссии СОУТ. По итогам работы спецкомиссии составляется ведомость и карта, в которой описана актуальная оценка условий труда третьего класса. Именно этот документ становится основой для назначения компенсаций. Укороченный рабочий день. Стандартная неделя работы согласно Трудовому кодексу равна 40 часам. Но если на производстве выявлены опасные для здоровья факторы, смены можно сократить до 36 часов в неделю. Это не значит, что всем сотрудникам обязательно изменит рабочий график. По согласованию с руководством он может остаться прежним, но в таком случае все лишние часы должны быть оплачены сверхурочно. Важно отметить, что окончательное решение о согласии работать обычные 40 часов, но за дополнительную плату принимается в первую очередь работником. Уволить его за отказ от сверхурочной работы нельзя. Дополнительный отпуск. Если на производстве сложились условия труда первой степени третьего класса или с более высоким подклассом, сотрудники имеют право на увеличенный ежегодный отпуск. Его длительность составляет не менее 1 недели. Если работодатель предоставляет больше дополнительных дней отдыха, часть из них может быть заменена на денежную компенсацию. И снова важно отметить, замена отпуска выплатой допускается только при согласии самого работника. Если для него принципиально важно использовать все доступные выходные, он имеет на это право. Право выхода на пенсию до срока. Этим правом наделяются сотрудники, если их рабочая деятельность соответствует 3 положениям. 1. Негативное воздействие от внешних факторов испытывается не менее 80% времени нахождения на рабочем месте. 2. Общий стаж на работе, где класс вредности 3.1, 3.2, 3.3 или более, составляет не менее 12 лет. 3. Название профессии соответствует квалификационному справочнику руководителей. Если противоречий нет, выйти на пенсию можно в 55 лет мужчинам и в 50 женщинам. Право предоставляется работникам железной дороги, геологической разведки, лесозаготовительной сферы и некоторым другим областям. Опасные условия труда. В общий список обстоятельств, которые оказывают негативное воздействие на здоровье и работоспособность сотрудников, входит 1. Излишняя концентрация пыли в помещениях, где происходит рабочий процесс. 2. Плохая освещенность. 3. Превышенный уровень шума. 4. Радиоактивное излучение. 5. Высокая влажность и температура воздуха. 6. Длительное взаимодействие с химическими или токсическими веществами, бактериями. Лицам, которые испытывают на рабочем месте перечисленные выше отрицательные факторы воздействия, полагаются специальные льготы и компенсации, о которых поговорим далее. Выдача продуктовых пайков с лечебно-профилактическими целями. Подкласс вредности вредных условий труда 3.1, 3.2, 3.3 и выше гарантирует сотрудникам, испытывающим на себе негативное воздействие лечебно-профилактическое питание от предприятия. В него включаются продукты,
призванные укрепить здоровье, снизить вероятность развития профессиональных заболеваний. Полный список пайка разрабатывается профсоюзом и утверждается руководителем. Часто в него включаются молоко и молочная продукция. Именно они могут минимизировать воздействие токсинов, бактерий, радиации, химических веществ. Получить паёк имеет право каждый сотрудник, работающий в опасных условиях не меньше половины смены. Периодические медосмотры. Как уже говорилось ранее, из-за высокого риска развития профессиональных заболеваний разной степени тяжести, лицам, работающим в обстановке, соответствующей классу труда 3.2 и выше, необходимо регулярно проходить медицинское обследование. Если оно выявило изменения в состоянии здоровья, назначается лечение по одному из 3 типов. Амбулаторное на базе поликлиники, сотрудничающей с предприятием. Стационарное в больнице. Санаторно-курортное на базе лечебного санатория, сотрудничающего с предприятием. Периодичность обследований зависит от вида негативных воздействий, но не реже 1 раза в год. Список врачей, проводящих медосмотр, тоже может меняться, но обычно в него входит терапевт, невролог, психотерапевт, нарколог, уролог, гинеколог, хирург. Если сотрудник обнаружил проблемы со здоровьем, пройти исследование он может и внепланово. Возможна ли компенсация деньгами? Некоторые виды гарантий и льгот могут быть заменены денежным возмещением, в частности, дополнительный отпуск, о котором уже говорилось ранее, или продуктовый пакет. Но учитывая разницу в оптовых и розничных ценах, инфляцию и другие экономические особенности, выбрать лечебно-профилактический паёк оказывается выгоднее, поэтому от него редко отказываются. Назначается компенсация раз в месяц, если речь идет о продуктах, или раз в год вместо отпуска по письменному заявлению работника. Какие профессии потеряют вредность? Список профессий, автоматически считающихся вредными и опасными для здоровья, периодически изменяется. В данный момент претендентами на исключение из перечня являются специальности: горный мастер, заведующий подземным складом, руководители, работающие под землей, главные инженеры шахт. Когда произойдет официальное изменение списка, пока неизвестно, а значит, сегодня получать компенсации и льгот представители этих должностей имеют право. Дополнительные страховые взносы в ПФР. Основываясь на специальной оценке комиссии, за сотрудников, работающих в опасных условиях труда, вносятся дополнительные взносы в пенсионный фонд, речь идет о страховой части пенсии. Чем более высокий уровень вредности присвоен рабочему месту, тем больший вклад делается в ПФР. Обычно тариф варьируется от 6 до 9% от суммы заработной платы. Надбавка гарантируется и к самой зарплате. Она составляет минимум 4%, но может быть увеличена по желанию работодателя. Как снизить класс опасности труда? Некоторые виды деятельности не позволяют уменьшить степень вредности от нахождения на рабочем месте, для других достаточно соблюдать простые правила, выдавать сотрудникам сертифицированные средства индивидуальной защиты и следить за их обязательным использованием во время работы. Решение об изменении в любом случае примет очередная комиссия, но оно не может отличаться от прежнего более чем на 1 подкласс. Чтобы добиться еще более серьезного снижения, придется обращаться в территориальное отделение санитарно-эпидемиологического надзора, и будет ли оно положительным, неизвестно. Общая оценка степени опасности труда. Проверка комиссии по определению уровня вредности проводится по стандартному плану. Он включает в себя ряд шагов. 1. Определяется, какие негативные факторы находятся в пределах установленных норм, а какие выходят за них. 2. Далее выясняется, каким именно классам и подклассам соответствуют установленные значения. 3. Окончательное решение о присвоении степени опасности принимается исходя из самого высокого результата, полученного ранее. 4. Затем заполняется СОУТ. На основании карты оформляются гарантии и компенсации, решается вопрос о возможности исправления ситуации. Это важно, поскольку именно от этого зависит тариф страховых взносов в ПФР. Вредные условия труда 3-го класса присутствуют в жизни большинства предприятий. Но задача руководителя заключается в том, чтобы создать максимально возможную безопасную обстановку. А потому по итогам каждой проверки СОУТ необходимо предусматривать возможность снижения степени риска за счет модернизации рабочего процесса, использования новых СИС и других мероприятий.